Первый ребенок у нас Константин. Второго ребенка мы назвали Вячеслав, но перед самой выпиской он умер. Вообще это невыносимо тяжко, потому что все-таки страшно вот как-то вот это все, что вот тебе надо выходить с ребенком, а ты один выходишь из роддома, что ребенка-то нету. И потом в этом же роддоме родился тоже Славочка. Вот. Мне почему-то хотелось назвать его Славочка, потому что не то, что там в честь кого-то, а было такое чувство, что он должен быть похожий на девочку, что он должен быть какой-то нежный такой, голубоглазый. Потом думаю, ну откуда голубоглазый? А хотелось. Вот именно он такой родился, и поэтому я имя ему выбрала сама. Я его назвала Славочкой, потому что славненький должен был быть. Я даже не думала о чем-то другом. Думала о том, что он должен быть славненький. И вот он родился такой. Когда тебе в детстве говорят о том, что Бог есть, и когда ты это знаешь, ну не то, что там думаешь, есть, не есть, а знаешь, что Бог есть, и была только надежда, что все обойдется, что милость Бога все-таки будет, что не может же умереть еще и третий ребенок, которого мы так долго ждали. Вот, но и где-то за месяц перед тем, как мне попасть в роддом, мы снимали квартиру, а у хозяев стоял будильник наверху там, в шифонере. И вдруг музыка. Без 10:05 утра. Я проснулась от этой музыки, потому что она была очень необычная. Она была, как бы не сказать, сильно громкой, но она была достаточно нежной, достаточно такой красивой, что от ужаса, что она такая красивая, эта музыка, я и подскочила. Завели мы будильник. Может, думаю, ну ничего нету, и музыки неоткуда литься. Ну а так как она сверху, а наверху стоял только будильник хозяйский, мы завели будильник. Конечно, этот будильник так тарахтел, что вообще не до музыки. А чувство ужаса от того, что что-то же было, оно осталось. И поэтому я утром пошла, у нас в подъезде жила бабушка. Ей, наверное, 100 где-то лет было, даже чуть побольше. Она выходила на скамеечку часов в 10 утра. И вот я ее дождалась, вышла к ней и спрашиваю: бабушка, ну что это такое? Она же всю жизнь молится. Она мне и говорит: о, дочка, ребенок хороший должен родиться. Я и успокоилась, потому что она сказала: должен родиться. Вот и все, я внимания особого не обратила. Поверила бабушке, просто взяла и поверила. Раз человек молящийся, значит правду говорит. Славочка родился 22 марта в 1982 году, Великий пост, в день 40 мучеников Севастийских. Славочка родился 3 килограмма 200 грамм, по-моему, где-то 55 или 57 сантиметров ростом. Но обыкновенный ребенок родился. Но только необыкновенное было потом, когда вот его принесли на кормление. Что удивительно. Получается, что вот у нас же раньше как было? Медсестры там в дермантиновых тапочках, там вот, ну, одеты так были, коротенькие халатики, вот это маска вот здесь, вот где-то в стороне. Сюда накидают ребятишек, сюда. А у нас была палата старая, такая страшная, на 11 человек. И вот она сюда накидает ребятишек, сюда, и еще в палате одна половинка вечно была забитая. И открывалась одна половинка. И всегда, когда медсестра за этих ребятишек заносила, всегда было так страшно, что она головой стукнет кого-нибудь где-нибудь. Я все переживала. И тут мне опять не несут на кормление. А в этом роддоме у меня умер ребенок. Я думаю, уже взмолилась к Богу. Я так взмолилась к Богу, чтобы только со Славочкой ничего не случилось. И вдруг вот эта дверь распахивается. Ее никто не открывал, обе половинки. И заходит девушка. Вот я помню ее до сих пор. Я сейчас ее хорошо помню. Вот, что вот эти сапоги у нее до колен, халатик закрытый, до сапог. Все беленькое, все чистенькое. У нее были открыты только руки, и у нее были открыты только глаза. У нее здесь была вот эта маска, вот так вот, а здесь был вот так колпак.
И вот эти вот глаза, я не могу объяснить, какого они цвета, потому что они были очень странные, они были настолько красивые, мне показались они просто длинные и все. Но помню, что были светлые, не то зеленые, не то голубые, не то вообще что-то вот такое. Но не могу объяснить, какого. Ну, можно сказать, цвет морской волны, что-то вот такое. И я смотрю на нее, думаю, откуда такая юная девочка и так одета чистенькая. И вот она мне его подает двумя руками, смотрит на меня и говорит, тихонько так, потихонечку говорит, тихо. Она не то, что прям шепчет, вот как вот мы шепчем, да, чтобы тихонько сказать. Мне подумалось, что она вообще так разговаривает. Она очень тихо, спокойно мне подает и говорит, ребенок весь в родинках родился. Думаю, у меня мысль такая, почему мне врачи не сказали, что он весь в родинках? Подала она мне Славочку и ушла. А я женщинам говорю, о, кто, говорю, вам принес в дермантиновых тапках? И мне, говорю, какая девочка принесла. Видели, говорю? Они на меня так посмотрели и говорят, нет. Я говорю, как это нет? То есть я потом вначале не поверила, потом смотрю, они сами удивленные, изумленные какие-то. Я говорю, так что, вы на самом деле не видели? То есть, когда она мне его приносила, Славочку, и подавала, ее никто не видел. А потом я пошла ее искать. И женщины пошли из палаты искать. Их заинтересовало. Нету такой медсестры, и врача такого нету. На вид ей было лет 16, 17, может быть. Ну, совсем молоденькая. И поэтому, когда я Славочку принесла домой, я вот его начинаю купать и думаю, какие родинки. Все тельце ровненькое, чистенькое. Думаю, да ей лет 16, что он понимает. Но через 3 года где-то, смотрю, там появилась родинка, там. Когда мы приехали с ним в Одессу в отпуск, он сидел у меня на руках. Маленький, кудрявенький. А свекровь у меня в горсполкоме работала. И мы, значит, зашли туда с ним. Все прибежали смотреть на ребенка. Вот, дамы, кто там работал в горосполкоме, все такие представительные дамы, все коммунистки, прибежали смотреть на него. И ой, какой маленький, ой, какой хорошенький. Он сидит у меня на руках, маленький этот. Он когда чуть-чуть маленечко волновался, он вот этот свой маленький носик вот так вот, и смотрю, у него так носик, и говорит им, а коммунистов скоро не будет. Они забыли, что он маленький, и что он хорошенький, они все забыли. Они как на него набросились. Что вы говорите? Как это коммунистов не будет? Они всегда будут. И вот где они теперь. И когда я поняла, что что-то настолько необычное происходит, и я уже не выдержала, и как-то его спросила, Славочка, может быть, ошиблись, что ты у нас живешь? Потому что я ничего замечательного не находила, чтобы нам Господь мог вообще дать такое чудо. И я спросила совершенно искренне, Славочка, может, я ошиблись? Он улыбнулся и говорит, мамочка, в твоем роду было столько хороших людей. А что такое хороший человек? Спрашиваешь у Славочки. Славочка говорит, это человек, угодивший Богу. В общем, в роду было много хороших людей. И он мне начал рассказывать о нашем роде. Ну и получается, что в принципе вплоть до Адама с Евой. Вот этот род, где было много хороших людей. И благодаря этим людям под конец вот этого века у нас в роду родился такой ребенок. Поэтому приписывать себе что-либо я не намерена, потому что мне объяснили, что это заслуга всего рода. И Славочка сказал, что сейчас мамочка идет, говорит, подсчет всех родов, каждого рода. И представители сегодняшние могут или загубить свой род, или помочь ему. Моей бабушке Фатине, у нее была лестница, такая черненькая, длинная-длинная, на конце треугольничек. И вот она нажимала, как она говорила, одну рисочку. И стоя на коленях, они проводили целые дни в молитве.
Они вставали только, чтобы что-то приготовить или по хозяйству сделать. И снова молитва. Я видела ее только молящуюся, и всех так же. Помню тетку Арину, дядю Андрея. Они тоже постоянно были заняты трудом и молитвой. Больше они никогда не повышали голоса, не говорили громко. Помню Библию. Была дома Библия. Старинная такая. Корочку убираешь, пряжки там такие две были. Убираешь вот эти, расстегиваешь пряжки, убираешь корочку, и там по листочкам читаешь. И мы все маленькие дети, все могли спокойненько читать. Сейчас я так не прочитаю. Раньше я читала. Потом благоговейно ставят корочку, закрывают на 2 защелки Библию и убирают ее. Молились много, по ночам молились в основном, потому что как-то докладывали и соседи, могли доложить. Они звали священника из города Тайга, и когда приезжал к ним священник, они собирались на дому, закрывали ставни, закрывали, чтобы свет не светил, окна плотной тканью. И молодые милиционеры, их окружали этот дом, гоняли бабушек за то, что они молятся. И бабушка такая радостная под утро прибегала домой и мне показывала свои раны, ободранные колени. Потому что она говорит, я-то от милиционера убежала. Они все убежали, а вот бабушка убежала. И вот она такая радостная приходила, радовалась и была счастливая, что была служба, что был батюшка. Они все равно молились в любых условиях. Воспитывали очень строго. Всех воспитывали строго. И все были послушные. Я не была послушной. Поэтому бабушка мне показала вот такую плеточку. Значит, да, где-то она такая по размеру. Плюс ручка. Значит, 2 кожаных ремня. На конце каждого ремня была приделана гаечка. Это называлось нагаечкой. И она мне сказала, Валька, на небе Пресвятая Троица. Если что-нибудь скажешь против Пресвятой Троицы, и ложит нагаечку на притолоку. То есть мы знали, что эта нагаечка так и врежется в тебя. Ну а если, говорит, мне что-нибудь поперек скажешь, зубы выщелкаю. Вот такое было воспитание. Суровое и простое. Поэтому я с детства знала, что на Бога говорить ничего нельзя. А так как видела их постоянно молящиеся, постоянно постующие, строго одетые и постоянно строгие лица, хотелось бы, конечно, в детстве, чтобы они улыбались, что-нибудь бы сказали такое ласковое. Такие вот спартанские условия были. Да, бабушка у нас часто говорила, что вот ты непослушная. Другие были покорные в нашем роду как-то, они просто боялись. Вот. Но как-то не было у меня чувства страха, и бабушка всегда говорила, ну бывают же такие деточки, скромные, послушливые, все выполняют. И вот начинала рассказывать, и вот она все это рассказывала, но она рассказывала все о Славочке. А я над ней смеялась и говорила, бабушка, ты таких видела детишек-то? Деточек-то, как ты говоришь. И она на меня смотрела и говорила, нет, я таких не видела. Я говорю, бабушка, да таких и не бывает. Все одинаковые. И вот когда Славочка родился, и когда он подрастал, я всю бабушку вспоминала. То есть она как бы меня с детства подготовила, что такие бывают. Я спросила, как это, Славочка, надо понимать. И вот он мне начал рассказывать. Это я плохо помню. Он рассказывал более подробно, что была огромная скорость, как бы свет. Потом дорога. Я спросила Славочку, что за дорога? Он и говорит, вот есть такая ткань, как льняное. И говорит, я останавливаюсь, потому что впереди очень глубокий обрыв, бездна. Стоит, говорит, человек, очень высокий, одетый как бы в монашескую одежду.
а на кончике пальца у него висит лампада. Я так поняла, вот с этими цепочками, лампада длинная. Вот, он стоит с этой лампадкой, она горит, эта лампадка. И я, говорит, остановился, а человек перешагнул спокойно через эту пропасть, ко мне повернулся и сказал: прыгай. Я, говорит, разбежавшись, перепрыгнул и еле-еле, говорит, удержался. А он, говорит, куда-то уж пропал, исчез. Я, говорит, чуть-чуть еще прошел, потом, говорит, свернул, говорит, в сторону, как бы в туннель, и оказался, говорит, у тебя. Вот так вот он себя помнит. Помнит, как он сюда собирался, как он сказал, что Пресвятая Троица дала ему от себя силы. Я сказала: Славочка, а у тебя что, своей силы не было? Он говорит: была и своя сила. Все понемногу дали силы, и он еще пошел сюда. И я спросила: зачем тебе сюда? Зачем ты вообще пришел? Люди вырваться отсюда не могут, а ты пришел. А если бы ты здесь погиб? А если ты погибнешь? Вот он сказал, что вот он пришел, чтобы помочь людям. И начал рассказывать, какие людям грозят страшные времена. Да. Когда я привела Славочку в храм, там были настоятель храма Анатолий Землянов, отец Анатолий, и отец Владимир. Владимир, Славочка, сказал, что мамочка, на крыльце с ним храма разговаривать нельзя. Это нужно разговаривать только у иконы Божьей Матери. А он, улыбаясь, священник, молодой тогда был, улыбается и говорит: ну, пойдем к иконе Божьей Матери. Славочка его подвел, и смотрю, батюшка все серьезнее, серьезнее, серьезнее Славочку слушает. Потом он ко мне Славочку привел и говорит: вы не расстраивайтесь, это хороший ребенок, у него дар прозорливости, все хорошо. Ну, оно меня успокоило на какое-то время, но мне подумалось, а нужна ведь Славочке поддержка с таким-то даром. Он же маленький ребенок, и рядом духовно глупые родители. Покрестили мы Славочку у батюшки Игоря. Батюшка Игорь с такой любовью к нему отнесся. Мы опоздали, он все равно нас принял. Славочку почти что отдельно крестил, потому что там еще кто-то опоздал, пришел. Он Славочке разрешил выбрать любой крест. А тогда не так уж большой выбор такой был. И Славочка выбрал себе самый большой крест. И выбрал своему брату еще крест такой же большой. Выбрал 2 креста, батюшка ему все разрешил. Покрестили Славочку, и он такой счастливый был, Славочка. Потом домой, когда пришли, он мне и говорит, не у матери, а когда в Германию уже приехали, и он мне и говорит, посмотрел так внимательно на меня, отошел, потом опять подошел и говорит: мамочка, а Бог есть? Да я говорю, знаю, Славочка, что Бог есть. Ушел. Опять подходит на меня, снова глазами смотрит такими огромными и говорит: мамочка, а Бог и вправду есть. Я говорю: подожди, а ты откуда знаешь? Все, на этом разговор пока закончен. И как-то он шел со школы и говорит: Ирина Абрамовна, вот вы здоровая женщина, а вот с пятками у вас проблема. Когда он сказал Ирине Абрамовне, к нему стали все учителя ходить, спрашивать. Ребятишки стали спрашивать его. И здесь и началось все. Когда он пошел в школу, вот здесь и началось. Друг другу стали передавать, стали приезжать с города, со всех сторон начали собираться люди. Он им начал все это говорить. Все это, оно сбывалось у многих почти сразу. Он даже мог спокойно сказать, что билет на этот день не покупайте, потому что вы не уедете. Берите билет через 2 дня, например. Его люди, когда не слушались, потом с изумлением узнавали, что это надо было его слушаться. И люди друг другу начали рассказывать.
Вот мальчик же говорил, и пошло на устах. Мальчик, слава, ребенок, вот такое. Вот с дарами. Кто, например, не понимая ничего, говорили, что экстрасенс, потому что это было модное слово, и люди считали, что это очень хорошо. То есть они как бы его восхваляли таким вот образом. А когда им начинаешь объяснять, они просто не понимали всего этого. Сейчас Славочку, конечно, они так не называют. Я Славику сказала, говорю, Славочка, тебе не обидно, что они так тебя зовут? А он говорит, мамочка, они не понимают, ты их прости. Когда Славочка заболел, я его спросила, Слава, ты мне скажи, кто тебе его может помочь, где я могу найти такого же человека, как ты? А он сказал, мне никто не может помочь. Только такой человек, как я. Я говорю, где я его могу найти? А он сказал, а такого нету. Поэтому мне никто не сможет помочь. И я еще его спросила, но может все-таки такие, как ты, еще есть? Он, знаете, мне как сказал? Есть, говорит, одна девочка. Она в Америке. Она на 5 лет меня младше. Славочке тогда было, мне было 11. На 5 с чем-то лет она была его младше. Значит, девочке должно было быть где-то 5 лет. И он сказал, в каком она штате живет. Он сказал, что во дворе там бассейн стоит. У нее что есть 2 брата, что у нее хорошие родители. И он даже сказал, что она лучше меня живет. И как-то священник к ней приходит, ее говорит, священник любит. Я думала, что эта девочка на 5 лет его младше, что она живая. Вот. А потом, совсем недавно, я узнаю, что когда-то давно в каком-то из штатов Америки жила девочка, и к ней действительно ходил священник, и у нее действительно 2 брата, и действительно ее любят родители, и до сих пор все живы, только девочки этой тоже нету. Эта девочка в 5 лет была она очень больная, она не ходила. И в 5 лет она исцеляла людей, к ней кто-нибудь придет, она только посмотрит, ручкой приложит, и человек исцелялся. И девочка умерла, когда ей было 5 с чем-то годиков. И вот мать ее всю жизнь на могилочку ложит платочки, и она всю жизнь эти платочки рассылает. И эти платочки исцеляют людей всю жизнь. Я говорю, а кто ты тогда? Вот как мне понимать? Он сказал, когда найдется в лавре пророчество, тогда, говорит, узнаете, кто я. И испугаетесь, сильно испугаетесь. Потом успокоитесь, пройдет какое-то время, будете очень сильно гордиться. Все, кто знал Славочку, и даже, как Славочка сказал, военный городок, в котором он жил, все будут гордиться, что Славочка здесь жил. Вот, когда, говорит, узнаете, кто я, то сильно испугаетесь, а потом будете гордиться мною. Может, он умышленно не сказал мне, чтобы я не рассказала об этой книге, как она выглядит и что в ней написано. Ну, а я не настаивала, я не очень-то любопытная. И вот Славочка рассказывал, найдут ее так. Ее, говорит, будут искать долго, тайно искать, никого не оповещая. А потом, говорит, они потеряют надежду ее найти. И вот когда они уже потеряют надежду ее найти,
Весь уставший, говорит, такой, запыленный, говорит, инок. У него вся одежда, говорит, в пыли, мамочка. И весь уставший, говорит, запыленный инок принесет эту книгу, вот так положит и скажет: может, это? И Славочка по-детски мне сказал: а вот это и будет этой книгой. И там, говорит, написано про всех понемногу и про меня немножко. И вот когда найдется эта книга, из лавры пойдет сильный шум, Славочка сказала. Заработает телевидение. Будут говорить везде и всюду. Ну вот тогда батюшка-масоны будут молчать уже, когда найдется эта книга. Они ничего говорить не будут. Тогда вообще никто ничего не будет говорить. Славочка сказал, что в конце времен, когда наступит очень тяжелое время, на Земле будут происходить такие необычные события, что они нигде, никогда, никакими пророками не были описаны. А люди этих пророчеств не знают, и поэтому даже избранные будут думать, что же такое, что происходит, как это надо понимать.